Перевертыш. Самый сломанный лорд игры. И на то есть три причины. Во-первых, он может принимать облик любого лорда или героя, что делает его самым универсальным в бою. Он процветает за счет культов и паразитизма. Чем лучше развит мир вокруг, тем выгоднее трикстеру. И последнее, его фракция буквально невидима на карте. В комьюнити считается, что это лучший выбор для твоей первой кампании. Ведь победить проще простого, а проиграть физически невозможно. Но сегодня я закину этого лорда в такие условия, что даже опытному дзинчиту придется попотеть. Правила просты. Полный запрет на смену облика. Разработчики же не зря рисовали ему статы, правильно? Пусть тогда дерется своими руками. Никакой мирной дипломатии, то есть запрещены союзы и тем более вассалитеты. Сложность легенда, бои на максимум, сила конца игры 200 баллов, но главное — активация абсолютного кризиса уже на 10-м ходу. Мы превратим карту в сущий ад, где мирный договор — это сказка, а война неизбежна для каждого. Сможем ли мы провернуть идеальную интригу всего за 100 ходов в эпицентре апокалипсиса? Узнайте прямо сейчас в этом хардкор прохождении. Стартуем в землях Империи. Удивительно, на старте нас никто не встречает. Ну и ладно. Значит, идем захватывать ближайший город. Если описывать геймплей за эту фракцию кратко, то это дичайший пот ради пота. Нам приходится постоянно контролировать стрелков, и даже по компании микроконтроля будет только больше. Почти каждый лорд и герой здесь колдуют, а на легенде бои идут без пауз и задержек. Управлять всем этим балаганом нужно невероятно оперативно. По моему опыту, это самая сложная фракция для реальных сражений. Что-то на уровне лесных эльфов, только ростер еще более душный. Короче, выбор явно не для новичков, хотя вряд ли какой-то новичок полезет на легенду. Пока я болтал, первый враг уже разбит. Благодаря барьерам я никого не потерял. База для опытных игроков на Дзинче. Дальше происходит уникальное. Вместо разрушения или оккупации, перевертыш просто основывает внутри города. Культы у нас заменяют города. В них можно и экономику выстроить, и войско нанять. Плюс именно культ дает армиям невидимость. Без города в подчинении никакого стелса нет, что сильно ограничит эту имбовую механику. Сразу нанимаю огров. На этом этапе они куда эффективнее наших родных юнитов. И вот тут начинается самое сложное. А что делать дальше? У Трикстера нет четкой цели. Я пробовал начинать эту кампанию раза 3, и каждый раз все шло по-разному. Но в этот раз я решил сделать ход конем. После захвата первого поселения нам дают культиста. Его можно отправить в любую точку карт и возвести культ без участия лорда. Самое грамотное решение — заслать его в Альдорф. У перевертыша хоть и нет плана, зато есть интриги. Земля Империи предлагает нам разорить столицу Карла Франца и осквернить земли вампиров, хотя они и так осквернены. Ну да ладно, я решил убить двух зайцев одним выстрелом. Культист поселяет паразитов в столице людей, где я построю чертоги разорения, а само перевертыша отправляю к вампирам, чтобы активировать скверну и закрыть великую интригу. Но это я забежал на 10 ходов вперед. Немного воспользовался глазами Дзинча, так сказать. В реальности же я штурмую второй город имперцев, где под нашей великой магией погибает целый полк людишек. Главная ошибка за обманщика — пытаться истреблять фракции. Нам не нужно разрушение или порабощение, нам нужны заговоры. Чем больше хаоса в мире, тем довольнее Дзинч. Возводим культ в последнем городе врага и выдвигаемся к Сильвании. Но стоило мне ступить на эти земли, как Влад тут же объявляет войну. Такого теплого приема я не ожидал. Думал, просто нагажу скверно и уйду, но Влад уже сел на хвост. Пришлось принимать единственное верное решение — основывать культ в столице вампиров и уйти в инвиз. Игра предрекает тотальное поражение. Что ж, компьютер меня никогда не верил. План штурма прост. Ищем врата без башни и отправляем огров их выносить. Пока врата трещат, мои огневики и авиация методично вырезают нежить. Больше всего я опасался летучих мышь и стрелковых вышек, которые могли сожрать моих демонов на дисках. Поэтому первым делом вырезаю воздух под ноль. У вампира не осталось методов борьбы против моего воздуха. Благодаря барьерам и превосходству в небе я уничтожал отряд за отрядом, пока мои демоны занимали позиции внутри замка. Итог: 19 минут жесточайшего микроконтроля, потеря всего одной фурии, это база, зато столица взята, а перевертыш теперь в тенях. Влад нам больше не угроза. Захватим еще один замок по той же стратегии, чтобы окончательно превратить вампиров в своих марионеток. После таких великих свершений я задумался о будущем, попутно нанимая новые войска. Но пока я стоял и размышлял, на 15-м ходу грянул абсолютный кризис. Для тех, кто не в курсе, по всему миру спавнятся десятки фуловых армий у разных фракций. Слабаков сотрет с лица земли сразу, сильным придется несладко. Тотальный хаос начался. Все фракции конца времен мгновенно объявили мне войну. Никакого мира не будет, только вечная битва. На 18-м ходу наконец-то делаю первые шаги в сторону Фесуса. За его ликвидацию полагается отличный бонус к восстановлению потерь, что в условиях нашего хардкора жизненная необходимость. Но внезапно вижу, как древень штурмует людишек в марш-броске. Подумал, что это отличный шанс подзаработать опыт, но, забегая наперед, скажу, отпинали меня там знатно. Принимая волевое решение не лезть на рожон и продолжаю штурм Нурлита. Благо земель у него немного, да и империя внезапно решила помочь. Пока благородно с их стороны помогать хаосу. Фестус долго продержаться не смог, а
оказавшись в полном окружении. Так что это был легкий буст к восстановлению. По дороге к Медной крепости ловлю самого Карла Франца в марш-броске. Такую вкуснятищу пропустить нельзя. Накидываюсь на него и без особых проблем лутаю кучу опыта и дополнительный буст прокачки. Облик Карла был бы отличным трофеем, но напоминаю, играем строго без превращений, поэтому дальше довольствуемся чистыми статами. После устранения Нургла открывается великий заговор Империи. Пора немного попотеть. На деле бой не самый сложный, нужно прибить толпу людей и их лидеров, а потом выдержать натиск подкреплений. Теряем всего один отряд розовых приколов, но взамен получаем мощный приток ресурсов и новые культы по всему миру. Первая операция завершена, пора выбирать новую жертву перемен. Далеко двигаться не стал, решил навести суеты в Норске и Кислеве. По дороге заметил поселение, где тусовалось больше 10 армий эльфов. Немного обосрался, но сделал вид, что я их не заметил. Мало ли, что сейчас как накинутся и жопа будет рваная. В землях Кислева план такой: создать культы в главных столицах фанатиков медведя, разорить адскую дыру и посеять скверну в каком-то там богом забытом селе на другом конце Норск. Дел ходов на 15, так что пойдем по порядку. Первым делом пытаюсь перебить кислевитов и уничтожить дыру. Много времени это не занимает. На меня почти никто не обращает внимания, ведь гномы из Каменной из-за кризиса объявили войну вообще всем вокруг и яростно рвут друг другу глотки. Под этот шумок я прихлопнул Катюху, разорил поселение крыс и быстренько раскидал культы в остатках Кислева, нанимая нового лорда и отправляя его на край Норски, осквернять земли хаоса скверной хаоса. Ну, классика. Жирной точкой в этом забеге должен стать финальный заговор против Норски, и вот тут начался настоящий ад. Армия врага просто колоссальная, пришлось контролировать войска как черт, только убиваешь одну стенку варваров, так на ее место приходит еще одна. Мои бойцы были на грани смерти и максимально измотаны. Это определенно один из самых сложных заговоров у перевертыша, но отступать на легенде нельзя, так что потеем до талого. На 10-й минуте даже пришлось оттянуть все войско назад для перегруппировки. А делаю такое, ну, крайне редко. В итоге 15 минут дичайшей резни, почти все юниты побиты в ноль, пол армии мертвы, но победа за нами. В лютом поту, на грани, но это победа. Кстати, краткая кампания выполнена, я, как обычно, этот момент провтыкал, и в качестве награды мне предложили отправить Норску на Алтуан, чтобы навести суеты уже там. Такому я точно буду рад. Но сначала мне надо разобраться с Катаем. Тут операции уже необычные. Сначала по классике, накидываем скверну на столицу рисоедов, а затем нам нужно ликвидировать Джаомина и Сникча. Спойлер, убью их обоих, но сделать это будет ой как нелегко. Проблема с Железным Драконом в том, что Скавины вот-вот его уничтожит, а если он умрет, не от моей руки. Операция нам не засчитается. Поэтому я на всех парах лечу через толпы крыс, чтобы лично наказать Джаомина. И вот он уже на расстоянии удара, но тут бац, и он просто пропадает. Я подумал, что он спрятался в городе, но нет, лорд тупо испарился. Куда именно он исчез, я до сих пор не понял. Видимо, какие-то грязные проделки Дзинча, иначе это не объяснить. В итоге мне пришлось пару ходов дежурить у его города и отбивать крыс, чтобы Катаец преждевременно не откинулся. Скавны под кризисом раскормлены до ужаса, бороться с ими сомнительное удовольствие. Как только нужный мне дракон соизволил появиться, он тут же ломанулся куда-то на север захватывать очередную дыру. Его со всех сторон грызут крысы, а он убегает от меня. Просто сюр. В итоге пришлось гоняться за этим недоимператором целых 10 ходов. Он как назло еще и бегал с отрядом бомжей, рискуя отъехать от любой армии зубастых. Короче, в лютом поту, но голова Джаомина стала моей. А значит, пора телепортироваться на Алтуан. Но удача улыбнулась мне дважды. По дороге я встретил Сникча. Вот они, два зайца одним выстрелом. Правда, почему-то возле этой крысы-ассасина моя скрытность не сработала, и он решил накинуться первым. Да не просто накинуться, а поймать меня в засаду. Ой, я не ожидал. Ну, думаю, ладно, затащу. Но почему-то целую минуту меня заставляли смотреть, как мой перевертыш медленно ползет к выходу. Ладно. Крысы начали окружать, но бедному ассасину не повезло. У меня пол армии в воздухе. Его сразу же залили конской дозой варп огня, и лорд врага быстро откинулся. Его армия, правда, стояла увереннее своего командира, но через 4 минуты и она была разбита в ноль. Никакая засада не помогла. Перед Алтуаном решил пополнить ряды лордов и освежить армию Трикстера. Но как же я офигел, когда увидел десятки армий гномов в Сильвании. От вампиров и мокрого следа не осталось. Бедная нежить. Впрочем, нам-то плевать. Культы идеально работают с любой фракцией. Пока пару ходов нанимал воинов, чисто для приличия перебил несколько отрядов гномов хаоса, чтобы не шастали по моим землям так вальяжно. А затем решил и обычных гномов покошмарить. Ну или они меня.
Собрал 3 сильные армии, чтобы наказать коротышек, ведь я даже до портала спокойно дойти не могу. И тут меня встречают 3 огромные стейка в ответ. Игра предрекает поражение, но я так просто не дамся. В бою пришлось управлять просто колоссальными массами войск. К тому же мои демоны были потрепаны после стычек с гномами хаоса, так что я изначально был в меньшинстве. Я держался как настоящий хорнит, извините, зенщит, и по итогу лютой резни почти все обиженные были перебиты. Но цена оказалась высокой. Я потерял почти пол армии и, что самое обидное, 2 прокачанных героев. В итоге я решил воспользоваться великой силой Дзинча и откатить время назад. Вместо бессмысленной резни я выбрал тактическое отступление. Восстановившись, я уже спокойно зашел в город гномов и разорвал его на части. Теперь путь к порталу чист. Можно выдвигаться к миру высших эльфов. Но стоило мне ступить на Ултуан, как я обнаружил, что материк полностью захвачен слугами Сланеш. Это немного расстраивает, ведь я настраивался воевать именно с эльфами. Ну, пусть будет так. Операция здесь достаточно странная. Нужно разорить столицу берега вампиров и захватить меч Кейна. В одиночку перевертыш выполнял бы это крайне долго, тем более везде рыщут армии Энкари и Марати. Какой же у меня ролик без эльфийской мамочки. Решаю отправить 2 лордов на пиратов, а самого Трикстера за мечом Кейна. В целом, ничего сложного. Артефакт я буквально отобрал у Энкари, но этого мало. Нужно еще что-то строить в самом святилище. Короче, духота ходом на 20. Чтобы не терять время, решил параллельно закрыть великую интригу Катая. Бой там интересный. Нужно захватить 2 ключевые точки под защитой катайцев. Правда, я немного провтыкал в микроконтроле и потерял много бойцов. Пришлось оставить обманщика пополнять ряды, а вот пиратов ждала незавидная участь. Как только мои демоны ступили на земли вампиров, я сразу же объявил им войну и напал на 4 огромных стека. Сразу 2 масштабные мясорубки за пару ходов. Именно ради такого я захожу в Total War. Этот бой был уже намного интереснее катайского. Враг выходил из одной точки всей толпой, и я с огромным удовольствием заливал их магией, набивал 1000 урона буквально на ровном месте. Вот ради таких битв магия и существует, особенно магия Дзинча, которая в клочья рвет плотные полки врагов. Как по мне, это лучшая битва всей кампании, ее можно пересматривать бесконечно. В итоге Ултуан я фактически закрыл, пора перемещаться в последний регион. Темные земли. Задача здесь похожа на Катайск, но тут я готовил уже почву целых 70 ходов, создавая целую сеть культов. Поначалу думал, что поразвлекаюсь здесь хотя бы, ходов 10, но стоило мне разрушить 1 город орков, как игра сразу засчитала убийство Гримгора. То ли бах, то ли фича. Но факт остается фактом. Операция здесь закрылась даже быстрее, чем на Ултуане. Не теряя времени, сразу перехожу к великой интриге Дворфов Хаоса. Она оказалась одной из самых легких. Нам просто нужно помочь оркам-рабам перебить надзирателя. Но даже при всей простоте я умудрился потерять владыку перемен. Впрочем, ничего страшного, воскрешение демонов никто не отменял. В итоге легкий бой, и оставшиеся ходы я просто сидел в засаде, ожидая открытия великой интриги эльфов. Но перед финалом я решил еще немного попинать северолюдов, чтобы забрать себе Хельбраса. Хельберса, блять. Хельбресса. Да хуй его знает. Мужик слишком сильный, чтобы его игнорировать. И вот мы у эльфов. Мясорубка здесь что надо. Маги колдуют мощные заклинания, пока остроухие прут со всех сторон. Бой получился невероятно насыщенным. Я микроконтролил как мог и все равно не успевал за всеми юнитами. Кажется, для такого быстрого темпа я еще слишком слаб, как Дзинчит. Но это все равно мне не помешало победить. Армия потрепана, но это пыль, ведь впереди нас ждет долгожданная идеальная интрига. Это кульминация всей адской бойни на карте. Момент, где мы наконец-то поставим жирную точку. Автобой, как всегда, предрекает поражение, несмотря на мой праймовый ростер. Игру это явно не забудь. В самой интриге, ничего сверхъестественного не происходит. Просто 8-минутная битва зла против добра. Я умудрился потерять кучу воинов, но это уже не важно. Главное, финальная интрига завершена. 96-й ход. И Трикстер может гордиться. Теперь в мире царит полный хаос. Хотя, как по мне, он и не прекращался с 20-го хода. Вся империя в диком замесе. Катай перебит крысами. Ултуан под властью Сланеш. И в мире 150 культов перевертыша. А Дзинч смотрит на все это и улыбается. Ведь заветная мечта бога перемен сбылась. Весь мир в парадоксе варпа. И сделан он это своими руками. Пусть ваша жизнь будет наполнена магией и мутациями. А третий глаз не заставит себя ждать. Гидродоминатус.